Всем привет! Меня зовут Альбина Лазарева, и у нас сегодня урок по удалению ремувером Etalon Mix. Поехали! И первое, с чего мы начинаем нашу процедуру, это обработка кожи клиента до процедуры. У меня в руке ватный диск, он смоченный обычным мыльным раствором, и я протираю зону, с которой собираюсь работать, брови в частности, и зону вокруг. Достаточно двухкратная обработка одним диском и вторым. Следующим этапом мы наносим первичную анестезию. Она может быть абсолютно любая, на ваш выбор, которую вы используете постоянно. И время экспозиции составляет то время, которое по инструкции к данному анестезирующему средству. У меня будет в данном случае использоваться Skinkain гель. Я ватной палочкой наношу его на одну бровь и на вторую. Пока моя модель лежит под анестезией, я познакомлю вас с ремувером Etalon Mix. Etalon Mix ремувер является мультикислотным в составе две кислоты, которые работают на утилизацию. И это молочная кислота и гликолевая кислота. Кроме того, в составе есть такие средства вспомогательные. Одно из них является депантенол. Это средство, которое после нашей процедуры помогает и усиливает процесс регенерации кожи. Еще одним вспомогательным средством является вода, так как в составе это не концентрированная молочная гликолевая кислота. И кроме того, в составе есть еще и хлорид натрия. Это вспомогательное средство позволяет нам усилить осмотическое действие. То есть, по сути дела, это работает как промывание освободившегося пигмента в межклеточном пространстве и на утилизацию через микропроколы. Уровень pH данного ремувера составляет 3,2. Это говорит о том, что он относится к кислотным ремуверам и является по агрессивности средним. О чем говорит уровень pH? В данном случае любой протокол производителя заявлен с такой точки зрения, как он будет воздействовать на кожу человека. Более агрессивные ремуверы – это те ремуверы, которые имеют очень низкий уровень pH, это 1 или 2, или, например, очень высокий уровень pH, это больше 9,5, 10, 11,5, 12. И, соответственно, эти ремуверы являются высокоагрессивными. Их протокол процедуры – это очень щадящее воздействие на кожу, очень мягкое воздействие и в дозированном количестве. И есть ремуверы, которые, наоборот, являются по эффективности, по агрессивности достаточно слабыми, поэтому вся эффективность мастера заключается в более агрессивном воздействии механически. И, естественно, протоколы процедуры будут очень сильно отличаться. У ремувера Etalon Mix средняя агрессивность. И, соответственно, этот ремувер не требует нейтрализации после его внесения. Он работает самостоятельно, и дерма, кожа человека, сама способна нейтрализовать именно этот уровень pH 3,2. Поэтому мы не воздействуем достаточно агрессивно механически, и наша кожа позволяет самостоятельно нейтрализовать этот ремувер без дополнительного нейтрализатора. С какими цветами работает наш ремувер эффективно? В данном случае у меня находится модель, она, можно сказать, идеальный случай для удаления ремувера. Те цвета, которые не видят лазерное оборудование, а это такие цвета, как в данном случае зеленый. Кроме того, проблемные цвета для лазера – это желтый, очень светлый оранжевый, белый цвет, синий, голубой, такие декоративные цвета, как очень яркие фиолетовые оттенки. Эти цвета для лазерного оборудования являются проблемными. И, соответственно, ремувер – это та палочка-выручалочка, которая поможет справиться с проблемой утилизации пигмента с кожи. В
каких случаях мы применяем ремувер? Ремувер, в отличие от лазера, может применяться сразу после процедуры перманентного макияжа, если в этом есть вдруг необходимость. И, например, мастер совершил ошибку во время процедуры, заглубился, немножко вышел за контур работы. И, соответственно, он может внести после окончания процедуры перманентного макияжа точечно, локально сам ремувер в это конкретное место. И тем самым ремувер позволит утилизировать с этого конкретного места нежелательную плотность пигмента или его наличие. Кроме того, ремувер применяется в таких случаях, когда работа является зажившей, но достаточно свежей. И здесь обязательно мастеру нужно подразделять, какие по химическому составу пигменты были внесены в кожу. И если мастер использовал пигменты с органической группой, то такую работу мы можем удалить только не раньше, чем через 6 месяцев. А ремувер позволяет нам начать работу по утилизации пигмента раньше. И этот срок от 1,5 месяцев после процедуры составляет. Если краска была внесена с неорганической группой пигментов, то такую работу можно начинать удалять лазерным оборудованием через 3 месяца. На каких зонах мы работаем ремувером Etalon Mix? Etalon Mix Remover можно использовать абсолютно на всех участках кожи: губы, брови, веки, камуфляж, работа с ореолами. Везде, где можно и нужно исправить работу, мы можем использовать ремувер Etalon Mix. Единственная оговорка: ремувер Etalon Mix может быть использован на площади не больше 2,5 квадратных сантиметров в одном месте. То есть это может быть, например, 2 брови. Это может быть не большие губы по своему размеру, это может быть 2 века, либо если мы используем ремувер на удаление, например, остаточного цвета татуировки, либо это камуфляж какой-то определенной достаточно большой зоны, то в данном случае нужно разделять на определенные сегменты. Они могут составлять примерно по 1 квадратному сантиметру. Мы прорисовываем как шахматную доску, на которой будут визуально нами представлены светлые квадраты и темные квадраты. Мы обрабатываем именно в шахматном порядке, например, сначала светлые квадраты, проходит 1,5 месяца, и мы можем обрабатывать те квадраты кожи, да, вот в виде этого квадратного сантиметра, которые не обрабатывались на прошлой процедуре. Таким образом, мы сможем обрабатывать достаточно большие поверхности, не увеличивая срок удаления. Что я буду использовать во время процедуры? Во-первых, ремувер Etalon Mix. Во-вторых, обязательно учтите, что у меня самый маленький капс по размеру, и для вас это может стать ориентиром, какое количество ремувера мы можем внести в обрабатываемую поверхность. И именно это количество должно составлять как оптимальное. Если вы будете вносить большее количество на обрабатываемой площади, не больше 2,5 квадратных сантиметров, то это будет слишком большое количество внесенного ремувера. Моя любимая игла Etalon Mix скошенный магнум. Здесь 9 игл в 2 ряда. Можно использовать также любые пучковые иглы. Это может быть 5 РС, 7 РС, 9 РС. Это может быть и маленький пучок 3 РС или 3 РЛ. Но чем больше игл в составе картриджа, тем более щадяще вы проведете процедуру. У меня будут использоваться влажные диски, сухие диски и ватные палочки. И нам понадобится после процедуры крем Bepanthen. Это может быть и Bepanthen Plus, и просто крем Bepanthen. Но существует также мазь Bepanthen. Я обращаю ваше внимание, что использовать лучше крем. По причине того, что крем достаточно быстро впитывается, в отличие от мази, не оставляет жирной пленки, и, соответственно, клиенту легче и проще проводить эту процедуру в постреабилитационный период. Использовать Bepanthen крем нужно не меньше, чем 2 недели после процедуры. Также нам понадобится аппарат, любимый ваш. Я сегодня буду использовать аппарат Xion S с эксцентриком 2,7. Мы приступаем к работе. И первое, что я делаю, я снимаю остатки
анестезии. В работе я буду использовать только сухие диски, обращаю ваше внимание на это. И очень важно как можно меньше дотрагиваться обрабатываемой поверхности в перчатках. У меня здесь приготовленный ремувер и Bepanthen крем, который я буду использовать в конце работы. Вылет иглы я настроила таким образом, что в выключенном состоянии аппарата иголочки у меня подходят к краю, но не выходят за край дюзы и, соответственно, не имеют большого расстояния, то есть они не расположены достаточно далеко, то есть практически вровень с краем дюзы. Это правильная настройка аппарата. Таким образом, иглы будут забирать ремувер и вносить его правильно. Мы обязательно фиксируем и закрываем глаз ватным диском. Техника внесения отличается от техники работы, например, в перманентном макияже. Иглы я ставлю именно вдоль. Можно использовать картриджи и поперек, ставив иглы, но мне удобнее и комфортнее использовать, когда картридж стоит вот таким вот образом. Самое важное при внесении ремувера – это мелкие и достаточно медленные штрихи. Они зигзагообразные. И мы работаем практически все время в коже. Лишь легкое начало штриха и конец немного-немного выходим из кожи. Ремувер имеет достаточно раздражающее действие, и у клиента в процессе внесения ремувера появляется ощущение легкого жжения и небольшого пощипывания. Наша задача запустить процесс фагоцитоза, то есть процесс, при котором будет проходить утилизация пигмента самой кожей. И наша задача добиться 3 ответных реакций от кожи. Первое – это покраснение. Второй этап – это небольшая отечность. И третий этап – это через микропроколы выделение физиологической жидкости. Именно выделение физиологической жидкости происходит за счет средств, которые находятся в составе нашего ремувера. И такая клиническая картинка является нормой для ремувера. На что нужно обратить внимание? Так как наша игла делает микропрокол и вносит ремувер, выходя, она может забрать с собой часть физиологической жидкости. Чтобы мы работали исключительно ремувером, не внося физиологическую жидкость в следующие участки кожи, на сухой диск, на который мы не касаемся пальцами, мы немного вот таким вот движением убираем часть физиологической жидкости, которая скапливается в нашем картридже. Обязательно за этим следите. При работе с данным участком кожи я всегда на 1 мм выхожу за пределы обрабатываемой поверхности. Таким образом, соседние участки кожи будут тоже задействованы в процессе регенерации. Обращаю ваше внимание, что я не наносила аппликационный ремувер до процедуры. Я сразу начала его вносить в кожу. И в данном случае я не промакиваю, оставляя остатки ремувера на поверхности.
Не торопитесь в процессе работы, проходите все участки тщательно, достаточно мелкими движениями. Как у вас ощущения? Все в порядке. Держите аппарат под углом 90 градусов. Таким образом, все иглы будут задействованы и все иглы будут использоваться в процессе работы. Старайтесь не касаться обрабатываемой поверхности. Эпидермис, который у нас прошел обработку, он является более разрыхленным, и механически мы можем просто его содрать с кожи. Как правило, чем ближе к центру лица, тем более чувствительная зона. И головки обрабатывать больнее для клиентов, чем, например, хвостики бровей. Если аппарат настроен правильным образом, то ремувер не разбрызгивается при работе. Мы обработали одну бровь, процедура проводится очень быстро, и тем самым это и экономически выгодная процедура, и очень непродолжительная по времени. Я могу слегка промокнуть остатки, которые у нас остались на поверхности. И что я вижу в данном случае, это правильная клиническая картинка, когда у нас побелел участок кожи обрабатываемый. Причиной этому является химический фрост, то есть, по сути дела, это химический ожог, контролируемый нами, и именно вот в таком состоянии кожи она и должна остаться сразу после обработки ремувером. Есть небольшие выделения, они сейчас через короткий период времени пройдут, и вот это выбеление, оно тоже пройдет буквально за несколько минут. Пока мы будем работать со второй бровью, мы уже увидим эти изменения. Пока оставляем в таком спокойном состоянии бровь и переходим работать на следующую. Начинать можем как с головки, так и с хвоста, как вам будет удобнее. Напоминаю, что угол 90 градусов. Поворачивайте своего клиента, чтобы вам было удобно соблюдать этот угол. Не увеличивайте нажим. Если вы работаете пучковыми иглами в перманентном макияже, то вы знаете, что пучковыми иглами мы красим чуть с большим нажимом, чем работаем единицей. В данном случае мы используем аналогичный нажим, как бы мы работали иглой единицы. Почему? Потому что ремувер проникает сам самостоятельно чуть глубже, чем мы вносим его в данный момент. И если мы еще немного поднажмем, то, соответственно, наше проникновение будет глубже, чем нам хотелось бы. Глубокое внесение ремувера недопустимо. Ремувер можно также использовать, например, если вы работаете с рубцами и шрамами. Даже если этот участок кожи не был окрашен красками для перманентного макияжа. И запущенный процесс фагоцитоза позволяет обновить участок рубцовой ткани, и тем самым рубец выглядит более гладким и больше похожим на более здоровую кожу.
следим за тем, чтобы у нас в дюзе не собиралась физиологическая жидкость. Если у вас есть где-то более плотные участки, вы можете либо задержаться подольше в данном месте, либо вернуться на этот участок кожи дополнительно вторым проходом. Но обрабатывать полностью второй проход на брови нельзя. В зависимости от индивидуальных особенностей кожи данного конкретного клиента физиологическая жидкость может выделяться в меньшей степени. Или если вы работаете с зоной губ, то эта зона у нас наоборот имеет большее количество капилляров и кровить там может в большей степени. Вы можете в процессе процедуры немного промакивать, но обязательно используйте только сухой диск в работе. А сейчас я вам расскажу про постуход. Мы сейчас закончим процедуру, обработаем поверхность. Я нанесу клиенту крем Bepanthen. Это количество будет составлять очень небольшой объем. Можно сравнить его с объемом с зернышка риса. Нельзя использовать крем в большем объеме, потому что создается паровой эффект, и у клиента может возникнуть отечность или даже размягчение слоев кожи. Поэтому используем именно небольшое количество. Обязательно клиенту сообщайте об этом более подробно, чтобы клиент в домашних условиях также использовал именно небольшое количество крема. В первые сутки клиент старается не мочить обрабатываемую поверхность, но легкое умывание в целом допустимо. Если у клиента долго выделяется физиологическая жидкость после окончания процедуры, то ему следует задержаться у вас в кабинете и несколько раз сухим диском промокнуть поверхность. В случае, если у клиента происходит выделение сукровицы достаточно долго, то, в принципе, вы можете нанести ему вторичную анестезию, которая имеет сосудосуживающее действие, и тем самым вы закроете поверхность кожи от сочения. Но я, на самом деле, ни разу не использовала этот прием, потому что он используется абсолютно в крайнем случае, и старайтесь не допускать таких моментов в работе. Какой ориентир у вас должен составлять по количеству внесенного ремувера? Я уже упоминала выше о объеме, который мы используем в процессе работы. И также мы ориентируемся на ощущения нашего клиента. И та поверхность, с которой мы работаем в данном случае, она имеет более выраженный негативный эффект. То есть чуть больше щипет клиенту, жжет. Та поверхность, которую мы уже обработали, эти ощущения должны снижаться, а не нарастать. Если вдруг у вас происходит таким образом, что клиенту вы уже закончили процедуру, но продолжает увеличиваться вот это ощущение, что щипет, то нам необходимо провести нейтрализацию ремувера, который мы внесли. И это говорит о том, что вы действительно слишком много его внесли в данном конкретном участке кожи. Как нейтрализовать ремувер? Это обработка диском смоченным мыльным раствором. Мыльный раствор является слабощелочным раствором, и он как раз проведет нейтрализацию кислотного ремувера. Но в будущем не допускайте таких моментов. Обязательно общайтесь со своим клиентом и спрашивайте о его ощущениях в процессе работы и сразу после процедуры. Яна, тут нормально все по ощущениям? Да, почти все прошло. А здесь еще более выражено, правильно? Мы закончили внесение ремувера,
И наша задача сейчас обработать поверхность. Я беру диск, смоченный мыльным раствором, и исключительно промакивающими движениями убираю остатки физиологической жидкости, которая здесь осталась на поверхности. Дальше я ватной палочкой наношу крем Бепантен. Наношу его аккуратными движениями, без механического воздействия. И этот крем поможет мне убрать остатки подсохшей физиологической жидкости. Следите за тем, чтобы у вас было примерно одинаковое время воздействия на одну бровь и вторую. То есть в данном случае мы на вторую бровь не переходим, здесь останавливаемся пока и ожидаем пару минут. Крем я смываю легкими промакивающими движениями. Мы видим уменьшение фроста, есть небольшая отечность и есть небольшое покраснение. В целом кожа достаточно спокойная, и мы должны проговорить нашему клиенту, что ему делать в домашнем уходе. Задача нашего клиента, чтобы брови остались в спокойном состоянии. Нельзя воздействовать механически, чесать, сдирать, нельзя воздействовать термически, то есть мы не переохлаждаем эту зону, не перегреваем ее, не распариваем, не размачиваем. Нельзя ходить в баню, в сауну, в солярий. И именно солнечное воздействие – это тоже негативный фактор, который может повлиять на нашу зону перманентного макияжа, которую мы удаляем. Поэтому, если клиент будет вынужден пребывать достаточно большое количество времени на солнце, то после схода корочки он может использовать солнцезащитные крема. До схода корочки он может использовать только какие-то головные уборы, которые будут защищать именно эту зону от воздействия. До схода корочки нельзя наносить никакие крема по уходу за лицом, солнцезащитные крема и так далее. Использовать мы можем только крем Бепантен. Обрабатываем вторую бровь. Мягкими промакивающими движениями. Поможет нам также палочка ватная, смоченная в креме Бепантен. То есть у нас получается двух- или даже трехкратное нанесение крема. Изначально это необходимо для того, чтобы обработать. И только в конце, когда мы клиента отпускаем на домашний уход, мы наносим небольшое количество и уже его не смываем. Можно сравнить, как эта бровь еще имеет остаточный фрост, а здесь кожа уже приобрела достаточно спокойное состояние. Промакиваем остатки крема сухим диском. И еще раз наносим очень небольшое количество, с которым клиент уйдет домой. Также сначала сухим диском. Следующую процедуру можно повторить только после полного окончания регенерации кожи. Этот период составляет от 1,5 месяцев и выше, если клиент возрастной. Все, мы закончили процедуру. Спасибо большое за внимание.